Всем большой привет, меня зовут Лада и добро пожаловать на мой канал «Любимое дело». Я начинаю снимать цикл видео по теме плетения из газеты. В этот раз я собираюсь сплести корзиночку. Так что, кому эта тема интересна, оставайтесь со мной и присоединяйтесь, будем плести вместе. Видео, где я снимала и рассказывала о том, как крутить трубочки из газет, вы можете его посмотреть, кликнув вот сюда вот на картиночку. Плетение корзинки, пусть даже и небольшой, занимает какое-то время, и этот процесс не быстрый, поэтому для удобства я разделила видео плетения корзинки на несколько частей. И это первая часть данной серии. В ней я буду показывать, как сформировать и сплести круглое дно корзинки. На данном этапе работы нам понадобится совсем немного. Во-первых, это свободное пространство, чтобы удобнее было плести. Во-вторых, это газетные трубочки разной длины. Но для стоечек нам понадобятся более длинные трубочки. Для плетения у меня вот такие вот короткие. Далее нам понадобится клей. Вы можете использовать также клей ПВА или клей-карандаш, любой. И, возможно, понадобится еще и ножницы, чтобы срезать что-то ненужное. Я сказала, что нам понадобятся газетные трубочки разной длины, то есть это вот такие вот длинные. И сейчас я расскажу, как выйти из ситуации, когда у вас есть только короткие трубочки. В данном случае, чтобы из коротких сделать длинные трубочки, их нужно нарастить. Да и вообще само плетение основано на то, чтобы впоследствии наращивать эти трубочки, поэтому сейчас я покажу сам процесс наращивания трубочек так, чтобы это было незаметно в изделии и чтобы это было удобно. Так, процесс наращивания трубочек заключается в следующем. Мы берем две трубочки. Я, когда крутила газетные трубочки, я говорила, что есть начало трубочки, это вот это начало, и есть конец, где мы закрепляем кончик клеем, когда уже накрутили саму трубочку. Мой способ заключается в следующем. Я беру трубочку, беру ее конец, немного ее приминаю и ногтем помогаю сложиться кончику пополам. Вот таким вот образом. Далее я могу вот этот сам процесс клеить, смазать клеем, но иногда я это не делаю. Далее, вот она у меня сложена, то есть кончик трубочки сложен. Далее я беру вторую трубочку, и там, где у меня было начало, вот оно, я в это начало вставляю свой конец, сложенный пополам. Немного помогаю себе, вот таким вот образом, чуть-чуть подкручу. Все, наши трубочки нарастились, то есть у нас из одной маленькой стала одна большая трубочка. Если у вас трубочки белые, то это место совсем незаметно. Да, еще скажу такой момент перед началом плетения. Как вы заметили, у меня трубочки не покрашены, и они у меня практически все цветные. Я их крутила из такого газетного материала, из которого очень сложно сделать полностью белые трубочки. Поэтому вот газетный принт и какая-то пестрость в них присутствует. Я их не крашу, я плету изделия из вот таких вот некрашенных трубочек, а потом уже готовое изделие крашу целиком морилкой. Ну, вы сами потом увидите, я вам покажу. Ранее я красила сначала трубочки, а потом уже плела из крашенных трубочек, но мне это показалось неудобным. Так, еще перед началом плетения приблизительно сформируйте у себя, какого размера корзинку вы плетете, какую форму хотите корзинки. Например, я буду плести корзинку с диаметром дна около 16 сантиметров, вот приблизительно такой формы. Я уже себе подыскала вариант, по которой я буду плести. На самом деле по форме плетется достаточно легче, чем если бы вы плетете без формы. Так, начинаем плести. Для этого нам понадобится 12 трубочек, по длине достаточно длинные. Я их разделила на две части и каждую часть закрепила прищепкой, чтобы они не рассыпались. Кладу одну часть вертикально, а другие 6 трубочек горизонтально, прямо посередине. Таким образом у нас выявлена середина, и в серединке я немного их приминаю, чтобы они были плоские достаточно. Беру клей-карандаш и на намеченное место посередине
мажу клеем и кладу поверх них первую часть трубочек. Это я делаю для того, чтобы дно у меня не рассыпалось и достаточно крепко держалось при плетении. Если вы уверены в себе и не боитесь, что трубочки у вас будут раздвигаться в ненужные стороны, то можете клеем не мазать. Мне осталось выждать, пока клей засохнет и трубочки мои приклеятся. Так, дно у меня склеилось, я убрала прищепки, потому как оно и так хорошо теперь держится, и начинаю его оплетать. Для этого я нарастила 2 трубочки, складываю их вот таким вот образом у меня получается. Завожу под вот эти 6 трубочек. Вот так это все выглядит. То есть здесь у меня начало моего плетения. И теперь я начинаю оплетать по кругу. Оплетаю я методом веревочка, то есть та трубочка, которая у меня находится сверху, я ее не трогаю, а та, которая снизу, идет у меня наверх. Немного я помогаю пальчиком в этом месте, чуть-чуть приминаю, чтобы она хорошо сложилась. Вот так я ее кладу наверх. А та трубочка, которая у меня была наверху, она идет вниз. Также пальчиками немного помогаю и подвожу ее вниз под вот эти 6 трубочек следующие. Далее поворачиваю плетение и повторяю. Та трубочка, которая у меня находится снизу, я ее завожу наверх моих следующих 6 трубочек. А та трубочка, которая у меня находится вверху, я ее подвожу вниз. Вот таким вот образом. Переворачиваю плетение, у меня осталось переплести последние 6 трубочек. Итак, повторяем процесс. Та, которая находится внизу, я ее завожу наверх, а та, которая наверху, подвожу вниз под трубочки-стоечки. Таким образом, дно у нас оплетено, то есть первый ряд уже сделан. Теперь второй ряд повторяем ту же схему. У нас получилась одна трубочка наверху, другая внизу. И та, которая внизу, у нас идет наверх. Здесь, кстати, самое главное, так как у нас есть место, где мы видим начало, да, и оно видно. Здесь самое главное той нижней трубочкой закрыть это место, чтобы его не было видно в готовом изделии. Прямо на это место мы заводим трубочку. Вот так вот получается у нас. Ну а та, которая наверху, мы подводим вниз. Таким образом у нас место, где мы начали плести, оно получается незаметным. Итак, вот у нас формируется дно. Я уже практически оплела второй ряд и вам еще раз покажу немного поближе. Поставила камеру. Итак, у меня есть 2 рабочие трубочки. Вот они, я их уже нарастила. Одна у меня снизу, другая сверху. И та, которая снизу, мы ее кладем наверх. А та, которая наверху, мы ее подворачиваем вниз под трубочки-стоечки. У нас соплетено уже 2 ряда, и теперь мы приступаем к следующему этапу. Это разделение наших стоечек в 6 трубочек на 3 части. У нас получается, если мы их делим на 3, то по 2 трубочки. И теперь мы оплетаем не все 6 трубочек одновременно, а каждые 2 трубочки по отдельности. Старайтесь, чтобы расстояние у вас между вот этими стоечками в 2 трубочки было
одинаковое. Если не одинаковое, то постепенно, плетя ряды, выравнивайте его. Мы оплели один ряд по 2 трубочки стоечки. А теперь мы этот процесс повторяем еще 2 ряда. Я оплела еще 2 ряда по 2 трубочки стоечки, но увидела, что мне этого недостаточно, потому что диаметр у меня около 16 сантиметров, и мне еще нужно хотя бы 2 ряда по 2 стоечки оплести. Поэтому всегда смотрите на размер вашего донышка. Если недостаточно, то можете доплести еще какие-то ряды. Если вам достаточно, то можете остановиться и приступить к следующему этапу. Когда расстояние становится уже неприлично большим между нашими стоечками в 2 трубочки, тогда мы приступаем к следующему этапу, то есть мы их разделяем. 2 трубочки разделяем по 1 трубочке и начинаем оплетать каждую. Берем 1 трубочку и уже ее оплетаем, постепенно ее ставя в то положение, в котором она будет иметь равное расстояние. Чуть-чуть разводя вот эту стоечку, вот мы развели, оплели 2 трубочки, приступаем к следующей стойке, также разводим, 1 оплели и теперь оплетаем другую. Такое солнышко у меня получается. Кое-где расстояние между стойками неравномерно. Но не переживайте, в процессе оплетания еще больших кругов, рядов, это пространство выровняется и расстояние получается более-менее равное. Мне осталось где-то 3 или может быть 2 ряда оплести вот эти вот трубочки. Итак, дно сплетено. Стоечки постепенно у нас выровнялись, и теперь я померю дно с моей формой. Все размер в размер. Да, где-то донышко выпирает, да, по всему периметру, но это даже хорошо. И теперь заключительный этап плетения дна — это убрать вот эти наши рабочие трубочки, чтобы они не болтались. Вообще вы можете эти трубочки не прятать, то есть вот эти рабочие трубочки, а уже плести непосредственно стенку вашей корзины, продолжая, то есть нарастив их и продолжая этими трубочками плести. Но у меня другой метод, тем более справа налево мне плести неудобно, поэтому я их убираю внутрь. Для того, чтобы спрятать эти трубочки, мне понадобится еще и клей. 1 трубочка совсем короткая, поэтому я ее завожу за вот эту стоечку, у которой она заканчивается, и просто приклеиваю ее клеем с обратной стороны. Короткая трубочка у нас уже приклеилась, и теперь приклеиваем большую трубочку. Точно такой же принцип, заводим ее за стоечки и приклеиваем вот таким вот образом. Так вот донышко у нас готово, и совсем не видно те места, где мы приклеили трубочки и закончили плетение. В следующем видео я буду показывать, как сплести стенки нашей корзинки. Плести я буду по форме, так что подпишитесь на канал, если хотите не пропустить выхода новых видео. И увидимся очень скоро. Я вам желаю отличного настроения, вдохновения. С вами была Лада. И всем до новых встреч. Пока!